Всем привет! Рад вас видеть на своем канале. Сегодня в выпуске мы посетим с вами Прикистулин. Я вам расскажу про водопады, побываем в Ставангере, узнаем, где начинается самый красивый фьорд и заскочим, конечно, в столицу, в Осло. Прикистулин входит в десятку достопримечательностей Норвегии. Находится на юго-западе страны, в коммуне Форсан. Но сегодня не хочу начитывать факты из гугла, расскажу своими словами. Когда мы подъехали к повороту на Прикистулин, то сначала нас не пустили, сказав, что на верхнем паркинге нет свободных мест, и посоветовали вернуться через часа 3. Кстати, о паркинге. Билет для легкового авто стоит 20 евро, так что будьте готовы. Итак, Прикистулин – это скала, к которой ведет трекинговая тропа длиной 2 километра в одну сторону. Тропа современная, оборудованная, но не везде. Правильно подобранная обувь вам облегчит подъем. На протяжении всего пути высота будет расти. Хоть Google вам и покажет, что вы туда доберетесь за час, но это далеко не правда. Имейте в запасе порядка 6 часов на все это мероприятие. Трекинг для норвежцев – это как у нас в магазин сходить. Они его просто обожают. Поэтому на этой тропе, как на рынке выходной, ажиотаж еще тот. Что меня действительно поразило во время восхождения, так это две вещи. Норвежцы не боятся брать с собой грудничков, ну а второе – это сумасшедшие пейзажи. Это просто отрыв башки. И вот мы добрались на самый верх. От увиденного просто захватывает дух. Отсюда не хочется уходить, потому что как вспомнишь, сколько идти обратно. А если серьезно, то это реально кайфовое место. И все усилия, которые ты приложил, они стоят того. У норвежцев есть прикол, чтобы не рисковать и не подходить к краю, так как нет никаких ограждений, они просто тупо ложатся на скалу плашмя и смотрят вниз. Сначала это вызывало у меня недоумение, но спустя время я привык. Так сразу можно было определить, кто турист, а кто местный. Ни для кого не секрет, что Норвегия известна своей завораживающей природой. Одной из жемчужин той самой природы являются водопады. Их настолько много, что тяжело пройти мимо. Этим Норвегия обязана своему географическому рельефу. Большую часть страны занимает горная местность с крупнейшими на скандинавском полуострове ледниками. Это также одна из причин, почему норвежцы пьют воду из-под крана. И она абсолютно бесплатна. Данный водопад находится на территории города Йоркленд. Это недалеко от трекинговой тропы на Прикистулин. Небольшой городок украшает такой же небольшой водопад. Ярко выраженного сезона водопадов в Норвегии нет. Потому что переменчивая погода и обилие дождей для этой местности является нормой. Но все же весна – это самое яркое время для водопадов. Тающие снега в горах дают о себе знать. Ставангер – небольшой городок с населением 130 тысяч человек, находится на юго-западном побережье. Является 4-м по величине городом Норвегии, а также носит титул самого богатого. Да-да, Ставангер – это нефтяная столица Норвегии. А если это нефтяная столица Норвегии, то что? Правильно, то в нем есть музей Петролиум. Все о буровых вышках и прочих нефтяных приблудах. В двух словах об этом городе и его достопримечательностях. Здесь проживает более 90 национальностей. Здесь самый старый кафедральный собор Норвегии. Также это единственный город Норвегии, где зимой редко бывает снег. Также Ставангер является большим паромным хабом, что позволяет быстро добраться до самых живописных мест. Об одном из таких мы поговорим через пару секунд.
принципе, это все, что вам нужно знать о Ставангере. Наконец-то мы добрались до самого популярного туристического фьорда. Благодаря своей доступности Люсифьорд входит в число наиболее известных туристических объектов Норвегии. Попасть на него можно двумя способами. Взять билет на паром со Ставангера, но хочу сразу проговорить важный момент. Все билеты онлайн и заранее. И второй способ – приехать на машине, что, как по мне, гораздо увлекательнее, хоть и дольше. Городок, где мы находимся, называется Люсиботен. Население в основном состоит из рабочих двух электростанций. Единственная дорога, которая соединяет Люсиботен с остальным миром, делает 27 крутых поворотов. Один из витков дороги проходит в тоннеле. Почему же Люсифьорд такой популярный? С географией все понятно. Близко, удобно, доступно. Но есть кое-что еще. Наш любимый Прикистулен тоже находится над Люсифьордом. Помимо этого, здесь, недалеко от начала этого фьорда, есть еще одна интересная достопримечательность. И это плато Кьораг. Чем же оно так особенно? Было бы ничем, если бы один камушек знатно там не застрял. Кьораг-болт. Это огромный булыжник объемом примерно 5 кубических метров, застрявший между двумя вертикальными скальными стенками. Популярное туристическое место. Подъем к Кьораг-болту начинается с симпатичной кафешки, которая называется Орлиное гнездо. Здесь туристы оставляют свой транспорт, как вы догадались, не бесплатно, и начинают свое восхождение. Кстати, в Норвегии нет бесплатных парковок. От слова совсем. Осло, как всем известно, столица Норвегии и самый большой город. Включает в себя 40 островов и 343 озера, которые представляют собой важнейший источник воды. В Осло мы попали по чистой случайности. Дело в том, что у нас была стыковка между вылетами, порядка 4 часов. Аэропорт находится в 48 километрах от города, но есть скоростной поезд, типа метро, только быстрее. Но мы и прыгнули в него, и уже через 20 минут гуляли по набережной. Билеты на двоих в обе стороны 100 евро стоят, но никто и не говорил, что Норвегия дешевая страна. Что бросилось сразу в глаза, так это архитектура. Все абсолютно нестандартно и необычно, но достаточно гармонично смотрится с местными пейзажами. В заливе есть композиция, которая называется «Возлежащая». Она символизирует стремление и надежду, памятник перемене. Есть также мнение, что это памятник, символизирующий глыбу льда на фьорде. Отдельно хотелось бы подметить о знаменитых норвежских плавучих саунах, как об отдельном искусстве отдыха и наслаждения. Никто не заморачивается, они стоят прямо посередине залива, напротив знаменитого оперного театра. Ну и напоследок, друзья, копите или берите деньги, приезжайте в Норвегию, она достойна того, это супер красивая страна, куда ни плюнь, везде красиво. Подписываемся на канал,
ставим колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. И жду ваших комментариев.